Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хочу рассказать вам про самый тонкий объектив-блинчик в этом мире. Это Pentax 40 мм f2.8 XS. И сразу же, справедливости ради, я отмечу, что объектив все-таки сделан под DA формат. У Pentax так называется APS-C. Ну, то есть, короче говоря, он под кропнутые камеры, и полный кадр он не покрывает. Так что это 40 мм для кропа. Думаю, если давно смотрите мой канал, обратили внимание, что вот как раз в той области, где я рассказываю про объективы, в основном присутствуют какие-то очень компактные стекла, или же это... Ну, вообще нет, наверное, два типа скорее объективов мне нравятся. Это или универсальные зумы, у которых большой разлет фокусных расстояний, потому что действительно интересно, как технически решают такие сложности производители. То есть, да, от широкого угла до телеположения сделать объектив, чтобы исполнял все твои нужды, но при этом, чтобы еще и картинка оставалась сносной. Это достаточно занятно. Ну и также мне нравятся очень маленькие стекла, компактные, блины всяческие, иногда даже шуточные, такие как вот бодикэпы у Олимпуса. Ну а блинчики 40 мм, они вообще в принципе, это такая уже классика, у многих производителей они были. Например, прекрасный блинчик был еще в пленочную эпоху у Олимпуса на ОМ камерах, но это не автофокусное стекло было, так же как и у Коники было замечательное стекло-блинчик. Ну, я их не использовал, просто знаю, что такие стекла в принципе существовали. Сейчас же, конечно, в наше время, в первую очередь, если мы говорим про 40-мм блин, вспоминается всегда кэноновский 40 мм f2.8, который, кстати говоря, полный кадр покрывает. Да, он, конечно, крупнее, чем тот, что у Pentax, но это действительно очень маленькое стекло, очень резкое, очень крутое. Мне оно нравится. Сейчас у меня его нет вообще, но если раздобуду, то постараюсь вам про него рассказать и на полном кадре, и на кропе, как оно себя показывает. Ну, я подозреваю, что из-за того, что я очень много рассказываю про микро 4/3, у меня у аудитории также на ум сразу же приходит Panasonic блинчик 20 мм f1.7. Очень крутое стекло, тоже очень резкое, уже, в общем-то, тоже классика, уже даже Mark II его вышла версия, которая, правда, непонятно чем особо отличается, но тем не менее, оно, по крайней мере, в более приятном дизайне, чем старый вариант. Ну и пентаксистов, я думаю, у меня на канале тоже немало. Ну и, соответственно, не забываем про то, что у Pentax уже и так есть очень крутой блин, всего 15 мм толщиной, 40 мм Limited. Да, он немного пошире, чем наш сегодняшний герой. По сути, наш сегодняшний герой — это переделанный вот этот 40-мм лим, только в другом корпусе и с другими материалами, естественно, примененными, чуть попроще, прямо скажем. Объектив был выпущен в 2012 году, одновременно с тем, когда вышла первая и единственная беззеркалка от Pentax с байонетом К, это К01. На эту камеру у меня уже есть на канале обзор. Пару лет назад я обозревал это вот недоразумение. Камера крайне нелепая, пользоваться ей очень неудобно, у нее дурацкий хват и куча всяких недостатков, но снимает она при этом классно. У нее очень приятные цвета, очень приятная картинка и очень удачная матрица на 16 мегапикселов. По сути, это та же самая К5, на которой у меня уже есть обзор, но из которой просто вытащили зеркало и вставили всю начинку в корпус такой достаточно странный. Корпус, собственно, дизайн делал его известнейший дизайнер Марк Ньюсон. И дизайн этого объектива, говорят, что вроде как тоже он делал, потому что это стекло, вот 40 мм 2.8 XS, на которое мы сегодня смотрите обзор, как раз выпущено было вместе с камерой как кит для нее. И я считаю довольно странным решением сделать китовым объективом 40 мм на кропе, потому что в пересчете это получается 60 мм. Не скажу, что супер удобное какое-то фокусное, но давайте об этом чуть позже, когда уже картинки будем разглядывать. Сейчас для начала посмотрим повнимательнее на сам объектив. Объектив немногим шире стандартной заглушки для боди, так что ширина у него даже меньше, чем сантиметр, 9 мм. Вес, сами понимаете, тоже достаточно смешной, 52 грамма всего лишь. При этом стекло не мануальное, у него есть нормальная диафрагма, в отличие от шуточных объективов крышечек от Олимпуса. Фокусировка тут осуществляется моторчиком, который в тушке, при помощи отверточного механизма. В
При этом тут нашлось место и даже для кольца ручной фокусировки. Оно, конечно, максимально узкое, буквально там миллиметров 5, наверное, толщиной. Но, тем не менее, оно есть. Конечно, не очень-то им удобно пользоваться, особенно когда вот так на весу держишь, но когда на камере чуть попроще. При этом объектив имеет металлический, в общем-то, конструктив. У него и колесики вот эти тоже, они все из металла с такими достаточно насечками ощутимыми. Стекло, конечно же, жужжит. Ну, точнее, не оно само, а отвертка жужжит. Само-то оно вот беззвучно двигается при фокусировке. И также при фокусировке, как видите, выдвигается такой вот еще хоботочек примерно на полсантиметра небольшой в середине. Есть резьба здесь под светофильтры. Диаметр светофильтров всего лишь 27 миллиметров. Очень сложно найти, наверное, будет адекватного качества фильтра на него. Вообще он снабжался еще резиновой крышечкой такой, которая вставлялась как пробочка-заглушка такая. Но эта хрень у меня потерялась. Так что ее я вам не покажу. Ну и, как я сказал ранее, 40 мм на кропе это не очень-то удобное фокусное расстояние. Получается, по сути, 60 мм, по сути, это полтинник. А мне полтинники для моих нужд каждодневных не особенно-то подходят. Я не говорю, естественно, что 50 мм это какое-то ужасное фокусное расстояние, там, что фу, полтинник это зло. Нет, ни в коем случае, но тем не менее, мне просто они не нравятся, не по душе, они мне не подходят для обычных каких-то ежедневных снимков. То есть, если бы у меня в ките был полтинник, я был бы недоволен. То есть, 35 мм еще ладно, лучше бы, конечно, 28, но полтинник для какой-то спонтанной съемки, фиг знает, что-то какое-то странное решение. Потому что вообще я часто снимаю, вообще не глядя в камеру, частенько я снимаю просто от бедра. И, естественно, тебе очень сложно будет попасть в 50 мм. 28 мм я примерно, и да и 35, я примерно представляю, какой охватывает угол обзора, и могу спокойно снимать таким образом. Полтинник это уже вот прям золотая середина между широким углом и телеположением, и им уже тяжеловато куда-то попадать, не глядя. Собственно, поэтому из тех же лимов Pentax мне больше всего нравится 21 мм, потому что в пересчете он получается как условный 32 мм. Вот классное фокусное расстояние, удобно снимать, и, кстати, объектив выдает офигенную, очень крутую картинку. Здесь же на ходу особо не поснимаешь, очень сложно во что-то попасть, то есть от бедра это стекло не подходит для того, чтобы снимать. Но если объект вашей съемки окажется вдруг достаточно пассивным, даже до такого состояния, что прям обоссался и обосрался, то тогда да, можно, в принципе, глядя в видоискатель, нормально его сфотографировать. Ну и на 60 мм, опять же, пейзажи особо не поснимаешь. Все-таки хочется иметь или более телеположение уже, когда ты хочешь снимать пейзаж, то есть частенько бывает что-то вдали, и тебе нужно прям приблизить конкретно. Или же наоборот, более широкий угол, чтобы побольше захватить каких-то деталей, с какого-нибудь необычного драматичного ракурса снять, может быть, что-то. То есть 60 мм крайне странным будет решением, если ты будешь снимать пейзаж, прямо скажем. Какие-то городские сцены, какие-то небольшие участки, допустим, объектов каких-то, ты можешь прекрасно снимать на этот объектив, вопросов в этом плане нет.
Та же архитектура, например, какие-то там, ну, детали или, может быть, какое-то здание откуда-нибудь издалека, так, отойдя, подснять. Да, неплохо. Интерьер ты уже, конечно, на 60 мм особо не снимешь. Опять же, если только какие-то участки или какие-то части объекта, который более крупный, можно отснять. Резкость при этом объектива, конечно, просто отличная. Ну, в общем-то, это 40 мм лим. Там резкость офигенная всегда. Это, можно сказать, практически то же самое. Единственное, что да, на 2.8 на дырке имеется по краям кадра фиолетовая кайма, но ее не очень много, ее легко убрать. Если прикрыться до f5.6, f8, там вообще никаких хроматических аберраций нет. Все очень чистенько и красиво. Ну и портреты я бы тоже на этот блинчик снимать не стал, потому что все-таки f2.8 на кропе не такую уж тебе сочную бакешку выдадут. Ну, она, конечно, приятная, размытие действительно очень неплохое. И опять же, резкость у него очень высокая, тебе это прибавит большого количества работы на постобработке, то есть ты все-таки придется каждый там минимальный прыщик, минимальную какую-то пору равнять, сглаживать и так далее, заниматься вот этой всей херней типа частотной обработки. Нафиг оно тебе надо? Возьми просто какой-нибудь полтинник 1.8, еще более дешманский от того же Pentax, и у тебя будет гораздо более приятная картинка, потому что на 1.8 тут объектив немножечко мылит, а это вот для портретика то, что надо. Ну, я так, по крайней мере, считаю. Я не знаю, там, зачем мне звенящая резкость на лице человека, я не знаю. Но бакешку, опять же, можно все-таки получить в каких-то снимках с близкого расстояния, потому что объектив достаточно близко фокусируется, там сантиметров с 20, если я не ошибаюсь. То есть вот какие-то любительские макроснимки, тут он показывает себя прям прекрасно. То есть ты снимаешь какие-нибудь цветуечки, и у тебя все там на заднем плане так приятно размылось, очень хорошо. Ну и в целом 40 мм XS это очень хороший объектив для тех людей, которым нравится так называемое нормальное фокусное расстояние. То есть если вы фанат полтинников, то можете смело его брать на свой Pentax и кайфовать. Я же небольшой фанат такого, потому что этот объектив, ну, в моем понимании, по крайней мере, мало пригоден для пейзажей, для какой-то стрит-съемки. Поэтому я не особо-то кайфовал его используя. Единственные моменты, где мне прям он доставлял удовольствие, это когда ты подмечаешь какие-то небольшие детали и хочешь их вот подснять где-нибудь в городе. Ну и также плюсом этого объектива я считаю то, что он очень маленький, он всего лишь 9 мм толщиной. Это значит, что все будут понимать, что вы ничего не компенсируете. Это значит фактически, что у вас огромный пенис. На самом деле, если вам нужен именно объектив, который вот примерно в таком вот фокусном находится, да, на Pentax, особенно если вы планируете в дальнейшем перейти с APS-C на полный кадр, допустим, у вас там какой-нибудь условный Pentax KP, а вы хотите в будущем купить себе K1, неважно, там K1 или K1 Mark II, на который, кстати, у меня тоже есть обзор на канале. В общем, суть в чем? Лучше взять в данном случае тогда уже Limited стекло 43 мм f1.9. Этот объектив
просто замечательно показывает себя и на кропах, и на полном кадре, потому что полный кадр он нормально покрывает. Ну что ж, надеюсь, этот вот небольшой мой обзор на объективчик от Pentax вам понравился. Если вам интересно, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Можете написать, что думаете по поводу 40-мм блинов, в принципе. Мне тоже интересно почитать. Может быть, я что-то для себя почерпну там новое. Вот. Я, если что, комментарии отслеживаю, обязательно читаю, что пишут, иногда по вашим нуждам что-то в дальнейшем покупаю. И, кстати говоря, все объективы, все камеры для обзоров я покупаю за свой счет, и если у вас есть такая возможность, можете поддержать меня на Бусти, чтобы я оставался таким вот независимым и смелым в выражениях. Ну, я с вами тогда прощаюсь, до новых встреч, хороших снимков, пока.